пекинском автосалоне впервые вживую показали L9 Livis от Li Auto. И это тот случай, когда вокруг машины сразу появляется больше вопросов, чем ответов. Основатель компании называет его не просто флагманом, а новаторским воплощением интеллектуального автомобиля. Звучит громко, но если говорить откровенно, такие формулировки вы уже наверняка слышали много раз. И вот главный момент – это действительно шаг в новую эпоху автопрома или просто еще одна попытка по-новому упаковать знакомую идею. Сегодня рынок электрифицированных автомобилей давно ушел от стадии «Вау, оно едет без бензина». Этим уже никого не удивишь. Их стало слишком много, слишком разных, и при этом, по ощущениям, слишком похожих. И конкуренция теперь идет не между бензином и электричеством, она идет внутри самого мира электрифицированных автомобилей, где у каждого экран все больше, запас хода все длиннее, а список умных функций уже растягивается почти как сама презентация. И в этот момент возникает вопрос, который на самом деле решает почти все. Как ты воспринимаешь этот автомобиль? Ты – семейный и практичный вариант. Ты – технологический прорыв, который показывает, как будет дальше. Или ты просто еще один умный кроссовер среди десятков таких же, где разница уже теряется в деталях. Потому что если в голове у покупателя нет четкого ответа, не помогут ни лидары, ни разгон до сотни, ни даже самые громкие слова про искусственный интеллект. Li Auto показывает свой флагманский кроссовер с набором технологий, которые по задумке должны реально пригодиться в повседневной жизни. Например, активное шасси, которое может буквально кланяться, снижая клиренс передней части, или режимы, которые помогают выбраться из песка или сложного грунта. Есть и совсем эффектные сценарии, когда автомобиль может приподнять одно колесо, чтобы заменить его без домкрата. Звучит почти как демонстрация из будущего. Но за весь этот набор технологий, как обычно, придется платить. Стартовая предварительная цена нового флагмана около $82 тысяч. И вот здесь интересный поворот. Бренд, который раньше уверенно ассоциировался с формулой. Семейный комфорт на колесах сейчас заметно смещается в сторону более сложного образа. В эпоху искусственного интеллекта и цифровых технологий он стремится выглядеть как почти футуристичный продукт. Но возникает тонкий момент. Совпадает ли то, как его видит производитель, с тем, как его воспримет покупатель? И, пожалуй, именно это и есть главный вопрос сегодняшнего разговора. Не про список функций и не про цифры, а про то, какое место этот автомобиль вообще пытается занять в вашей голове. И получится ли у него это сделать? Если посмотреть на этот L9 Livis со стороны, возникает знакомое ощущение. Вроде бы перед нами тот же крупный кроссовер, но если присмотреться внимательнее, изменений все-таки хватает. Бренд прямо говорит, дизайн здесь эволюционный, то есть никаких резких экспериментов, просто точечные обновления. Спереди появились новые бамперы, освежили матричную оптику, сзади тоже переработали фонари. Интересный момент – дверные ручки. Их сделали полускрытыми, но подход тут не совсем стандартный. В флагмане используется комбинированная система. Есть и механика, и электроника, причем с обеих сторон, и снаружи, и внутри. А теперь момент, который уже ближе к инженерии, чем к дизайну. Перед открытием дверей автомобиль с помощью 360-градусной лидар-системы анализирует пространство вокруг. Идея простая – снизить риск неприятных ситуаций, например, если рядом проходит человек или движется транспорт. Каждая дверь получила свой отдельный блок управления и резервное питание. То есть даже в нестандартной ситуации механизм должен работать стабильно. Плюс все 4 двери оснащены защитой от защемления. Если перейти к внешнему виду дальше, появились 22-дюймовые колеса вместо прежних 21-дюймовых. Машина визуально стала чуть массивнее, и это ощущение усиливает двухцветная окраска кузова. Теперь к габаритам. Li L9 Livis немного подрос. Длина – 5255 мм. Ширина – ровно 2 метра. Высота – 1810. Колесная база – 3125 мм. Если сравнивать с предшественником, он стал длиннее примерно на 4 см, ширина и высота почти не изменились, а база увеличилась на 2 см.
Автомобиль, снаряженный массой 2835 килограммов, способен буксировать прицеп массой до 1,5 тонны. Компания Li Auto потратила около 4 лет на разработку активной 800-вольтовой подвески. И сразу важно понять, что речь здесь не просто про комфортную езду, а про попытку изменить саму логику поведения большого кроссовера. Параллельно инженеры создавали полностью управляемое шасси. Сюда входит электронное рулевое управление, подруливание задних колес и тормозная система с электронным контролем. И вся эта связка задумана не ради набора технологий в спецификации, а чтобы ответить на довольно прямой вопрос: может ли крупный кроссовер быть одновременно мягким, точным и предсказуемым в управлении? Если упрощать, индустрия долго жила с идеей, что большой кроссовер обязан чем-то жертвовать. Либо он комфортный, но ватный в поворотах, либо собранный, но жесткий. Бренд из Китая как раз пытается этот баланс пересобрать. Сама активная подвеска рассчитана именно на тяжелые полноразмерные кроссоверы и развивает усилия более 10 тысяч ньютон на одно колесо. Это уже уровень, где система не просто сглаживает дорогу, она активно работает с кузовом. Один из ключевых моментов – полный отказ от классических стабилизаторов поперечной устойчивости. Проезжаешь неровности, подвеска не просто отрабатывает их, а буквально подстраивается под рельеф. Где нужно – разжимается, где нужно – сжимается, чтобы сгладить удар. И в итоге машина перестает передавать дорогу в салон в привычном смысле. Движение становится более ровным и, что важно, предсказуемым. А еще в поворотах и при резких перестроениях система за доли секунды стабилизирует кузов, уменьшая крены. И вот здесь уже меняется ощущение от самого класса автомобиля. Большой кроссовер начинает вести себя ближе к более компактной и собранной машине. Есть и внедорожная логика. Благодаря высокой подъемной силе система может буквально выталкивать колесо из песка или грязи, помогая машине выбраться там, где обычная подвеска начинает буксовать. И еще один любопытный момент. В некоторых сценариях подвеска может приподнимать отдельное колесо при замене шин. В технической части, по сути, Левис продолжает ту же концепцию, что и раньше. Это подзаряжаемый гибрид РФ, где бензиновый двигатель не крутит колеса напрямую, а работает как генератор. 1,5-литровый турбомотор второй генерации на 156 сил, и его задача – просто подзаряжать батарею в движении. При этом китайцы заметно поработали над акустическим комфортом. Запуск и работа ДВС стали гораздо тише и мягче. Полный привод сохранили, но точные характеристики электродвигателей пока не раскрывают. Для сравнения, у прошлого L9 был 1,5-литровый мотор на 154 силы, а электромоторы вместе выдавали около 449 сил суммарной мощности. Если смотреть на тенденции китайских брендов, которые активно усиливают свои флагманы, вполне можно ожидать рост отдачи чуть ли не в 1,5 раза, примерно до 600, а то и 700 лошадиных сил. В кроссовере аккумулятор на 72,7 кВт-часа с поддержкой зарядки 5C – это плюс примерно 20 кВт-часа по сравнению с предшественником. В результате только на электричестве флагман может проехать до 340 км по циклу WLTP. А суммарный запас хода здесь уже доходит примерно до 1500 км. По расходу заявлено около 6,4 литра на 100 км. Максимальная скорость – 200 км в час. Что касается интерьера, официально его пока не показали, но по кадрам с презентации уже можно сделать несколько выводов. Автомобиль, судя по всему, сохранил шестиместную компоновку, то есть формат 3 ряда по 2 кресла остается без изменений. Ставка по-прежнему на комфорт каждого ряда. Главное обновление – мультимедийная система. Она, похоже, наконец уходит от привычной двухэкранной схемы, которая долго была визитной карточкой модели. Вместо нее один крупный дисплей, по формату напоминающий решения вроде Galaxy M9 и Link End Q900. Ожидается, что он будет поддерживать зонированное отображение, то есть разделение интерфейса на разные области под водителя и пассажира. Руль тоже переработали. Теперь это двухцветное решение с новым двухспицевым дизайном. Интересный момент – маленький экран с руля убрали.
Похоже, его функции частично или полностью перенесли на проекционный дисплей. Центральная консоль тоже стала проще и логичнее. Исчезли открытые подстаканники, к которым многие уже привыкли в прошлых версиях. Беспроводную зарядку сдвинули назад, а спереди появилось новое закрытое отделение для хранения с крышкой. В целом интерьер L9 Livis остается в привычной для бренда логике премиальности. Кожа, дерево, металл – все на месте. Но при этом видно, что архитектуру салона заметно упростили и сделали более современной, без перегруза элементами. Полная информация будет раскрыта на презентации 15 мая. Лисян в своем заявлении отдельно подчеркнула, что не собирается сбавлять темп. Компания по-прежнему нацелена на то, чтобы закрепиться в роли одного из мировых лидеров в сегменте интеллектуальных автомобилей. В итоге L9 Livis выглядит как очень показательная попытка компании сыграть на границе двух миров – привычного большого семейного кроссовера и уже почти цифрового устройства на колесах. И вот здесь остается вопрос, который на самом деле важнее любых характеристик. Что вы в таком автомобиле ищете? Понятный, надежный большой кроссовер? Или уже технологический флагман эпохи искусственного интеллекта, где часть решений начинает работать быстрее? Чем ваши привычные сценарии за рулем? Ответ на него у каждого будет свой. И именно он, скорее всего, и решит, станет ли L9 Livis для рынка новым ориентиром. Или просто еще одной очень умной интерпретацией уже знакомой идеи. Благодарим, что досмотрели видео до конца. Ваше внимание – наша лучшая мотивация создавать еще больше интересных роликов про новые автомобили. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Желаем вам парковаться с первого раза, обходить пробки, чтобы бензин был всегда подешевле, а дороги ровными, как на гоночном треке. Пусть каждая поездка дарит классные моменты и драйв на максимум. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых видео на канале.